Если вы хотите кардинально изменить интерьер комнаты, придав ему свежести и новизны, без больших материальных вложений, тогда вам будет интересно это видео. В нем я рассказываю, как я реализовал собственную идею отделки стены, закрепив на нее 3D щит с подсветкой. Все начинается с чертежей и расчетов, так мы узнаем, какое количество материала потребуется. Для этого делаем замеры стены, прикидываем оптимальное расстояние до щита. Далее все размеры делим на 20 и переносим на А4. Рассчитываем площадь щита, получается почти 5,5 квадратных метров. Зная, что в одной упаковке стеновых панелей 1,3 квадратных метра, рассчитываем количество упаковок, получаем 4 с небольшим. Чтобы сэкономить на панелях и не брать 5 упаковок, можно уменьшить площадь щита, но мы подумаем, пойдем другим путем. Отнимаем площадь тумбы. Тем самым мы не только сэкономим на панелях, но и упростим монтаж тумбы в дальнейшем. А также слегка утопленная в стену тумба отлично будет смотреться. Отняв площадь тумбы, получаем 3,5 упаковки. Будь у меня телевизор побольше, то я и его бы площадь отнял, сократив при этом количество упаковок до 3, значительно уменьшив расходы. Материал, которому клеятся панели, это фанера. Зная площадь одного листа, определяем, что таких нужно 3. Фанера крепится саморезами к брускам 30 на 40. Бруски крепятся таким образом, чтобы со всех сторон край щита оставался свободным минимум на 50 мм. Это нужно для того, чтобы у щита присутствовал эффект парения, а также для монтажа подсветки. Let it bang, bang. Мой дом находится в процессе усадки, и чтобы не мешать этому процессу, я использую скользящие уголки, закрепляя их с обеих сторон бруска для равномерного прижатия к стене. В нижней части бруски креплю к брусу. К этому же брусу будет крепиться и тумба, а монтаж полок и телевизора будет осуществляться только на щит с брусками. После этого стена может спокойно усаживаться. Щит готов. К нижнему краю прикладываем какой-нибудь ровный материал для поддержания только что приклеенных панелей, чтобы они не сползли вниз. На полу заранее подготавливаем, в какой последовательности будут клеиться панели, а также подгоняем под размеры щита, смещая их относительно двух рядов и обрезая лишнее. Делаем контур в том месте, где будет тумба, а по верхней линии временно закрепляем опору для панелей. Клеятся такие панели легко на обычный монтажный клей. Качество поклейки я проверял сам, с трудом отрывая их от щита, для того, чтобы закрепить полки. О монтаже полок есть отдельное видео. Чтобы изготовить тумбу своими руками, потребуется сделать ее деталировку. Внимательно рассчитав размеры всех деталей, направляемся в любой мебельный цех для точного распила листа ЛДСП на профессиональном станке. Далее можно заказать также кромление этих деталей, но я решил сэкономить и поклеил кромку самостоятельно. После этого хорошо стянул все детали удлиненными конферматами. За счет того, что задняя стенка также выполнена из листа ЛДСП 22 мм, конструкция получилась надежная.
Поэтому я смело закрепляю заднюю стенку тумбы конструкционными шурупами 8х160 под шайбы. Далее сразу же монтирую светодиодную ленту. Для этого я приобрел две упаковки ленты по 5 метров теплого цвета средней мощности и блок питания на 100 Вт. Ленту вывел через стену. С боков и сверху лента клеится на собственный клей, а снизу закрепляю ее на строительные скобы.